Стресс. Что же это такое? И правильно ли мы научились распоряжаться тем невероятным ресурсом, который скрыт у нас внутри? Часто мы слышим, стресс нас убивает, стресс провоцирует определенные болезни, стресс это буквально чума 21 века. Но если я вам скажу, что все наоборот, стресс это действительно сверхмощный ресурс и потенциал, о котором мы даже зачастую не подозреваем. Единственная проблема, мы так и не научились правильно распоряжаться той невероятной энергией, тем невероятным потенциалом и ресурсом, который просыпается у нас, если у нас возникают какие-то экстремальные ситуации. Я хочу поделиться с вами личной историей. И через эту личную историю я, собственно, глубоко прочувствовала и осознала, что же такое стресс и какая невероятная сила есть в каждом из нас. Смотрите это видео до конца, и я вас уверяю, что это не только изменит ваше отношение к стрессу, но, в принципе, может поменять всю вашу жизнь. Кто меня не знает, меня зовут Кейт Фрай, я философ, психолог, трансформационный ментор и человек глубоко и бесповоротно влюбленный в горы. Занимаюсь всеми возможными видами горного спорта. Всплывает одна личная история. Очередное восхождение, Альпы, скалы, высота. Я добралась до вершины, потрясающие пейзажи, красота, буквально сердце замирает, хочется плакать от восторга. Нужно потихоньку спускаться вниз. Спуск, он выглядел как буквально отвесная скала, на котором еле заметны были какие-то рельефы, и по этим рельефам аккуратно нужно было спускаться вниз. Я делаю буквально первых несколько шагов. Лед, я подскальзываюсь, я теряю равновесие, и я срываюсь. Мозг, мне кажется, отключился. У него была первая мысль. Все. В моменте вот этого падения я осознавала, что мое тело, оно борется. Мое тело пыталось каким-то образом координироваться и не терять, по крайней мере, вот это вертикальное положение. Но, как вы понимаете, раз я здесь стою перед вами, это был не конец. Самым невероятным образом я смогла приземлиться на малюсенький карниз, который был, наверное, единственный в этой отвесной скале. Мое тело смогло настолько сгруппироваться, и я смогла остановиться там, удержать равновесие, и я выжила. Но то, что происходило, это все можно объяснить. Через вот этот пример я хочу вам показать, что в нас дремлет невероятный потенциал. Если мы сейчас вернемся и попробуем проанализировать этот процесс падения стресса, что происходит в момент стресса? В первую очередь у нас активизируется лимбическая или древнейшая структура мозга. У нас вырабатывается адреналин, вырабатывается дикая доза адреналина. Все наши мышцы, они приходят в полную боевую готовность. Следующее, что происходит, это выброс кортизола. А кортизол отвечает за внимание, за аналитику. У нас все наши ресурсы обострены просто до максимума. То есть и наше внимание, оно просто гипертрофировано. И следующее, что происходит, это выработка норадреналина. То есть это то, что многократно усиливает скорость наших реакций и обработки информации. А сейчас, если мы вернемся снова в этот случай падения, мой мозг, все мои системы, они продолжали работать. Был произведен глубочайший анализ рельефов, стены, возможность. Организм был сгруппирован. Все мышцы работали на пределе. Я пыталась цепляться, пыталась приземляться, где-то отталкиваться, чтобы удержать вот это вот положение вертикали. И на выходе это чудо случилось. Мозг проанализировал все сценарии, и он нашел маленький карниз, сгруппировал все системы, и я выжила. Ницше сказал, что человек – это мост между зверем и сверхчеловеком.
натянутый над бездной. Вы просто вдумайтесь. Человек — это мост между зверем. И я хочу, чтобы мы осознали, что вот это вот наши первобытные структуры мозга, все, что происходит, все, что я вам сейчас описывала как пример, то есть это все скрыто в нас. Просто наша сегодняшняя действительность, она где-то нам не дает возможность раскрывать все эти невероятные ресурсы, которые скрыты в нас. То есть мост между зверем и сверхчеловеком. И сверхчеловеческое в этом смысле будет то, когда мы действительно начнем отдавать себе отчет, что за сверхчеловеческий потенциал скрыт у нас внутри. Но опять-таки, другой пример, который вы наверняка слышали. Женщина в Канаде, она во имя спасения ребенка поднимает машину. Впоследствии врачи, делая экспертизу, они подтверждают, что это было невозможно. Вы понимаете, о чем речь? То есть в каждом из нас есть невозможный потенциал. Настолько мощный потенциал, который мы даже не способны осознавать. Стресс — это ресурс, это сила, это мощь, это энергия. Просто мы, ввиду своих привычек или непонимания и незнания, не умеем этот ресурс использовать. Мне приходит в голову просто жесткий пример, но он, наверное, очень хорошо отразит эту действительность. Этот ресурс — это как огромный контейнер просто сверхмощного горючего. И вопрос, как же вы им воспользуетесь. Вы можете облить себя и поджечь. И, собственно, все вот эти сценарии «стресс нас убивает», «стресс нас уничтожает», «стресс порождает болезни» станет явью. Или вы можете взять это горючее, залить в ваше средство передвижения и просто двинуться к вашим целям на сверхскоростях. Это ресурс, это потенциал, это сила и это невероятные возможности, которые аккумулированы у нас внутри. Например, когда вот вы чувствуете, вот стресс приближается, это как будто бы ракета. Понимаете, вы чувствуете огромный гул, огромная вибрация, то есть давление. Но если вы не позволите этой ракете взлететь, то она просто разорвет вас. Это в зависимости от уровня вашего стресса. Поэтому дайте, пожалуйста, этой ракете шанс взлететь. Дайте ей правильный вектор для полета. Я читала, эта книга, если я не ошибаюсь, «Тело помнит все». Был случай в Америке, в Калифорнии, когда был похищен целый автобус с детьми. И вот эти вот маленькие дети, они были вот где-то спрятаны в каком-то бункере. И впоследствии, то есть врачи работали с этими детьми, слава богу, что все хорошо закончилось. И у всех детей было серьезнейшее посттравматическое расстройство. Но у одного парня все было хорошо, здоровая психика. И когда они стали реконструировать события, что же происходило? Дети, они оказались в этом бункере, у всех был паника, страх, отчаяние. То есть кто-то затаился, плакал, безвыходность, вот это паралич, ощущение, что все. А вот этот парень, у которого не возникло никаких психических проблем в последующем. То есть он оставался на максимуме активности. То есть он пытался, он искал, он простукивал, он искал пути, он искал возможности. И на выходе, то есть он нашел действительно там лазейку, он смог мобилизировать всех детей, и чтобы они совместными усилиями все же нашли выход оттуда. То есть смысл следующий. Если у вас стресс, вы отдавайте себе, пожалуйста, отчет, что в вас пробуждается просто невероятная сила, невероятная мощь, потенциал и энергия. Дайте выход этой энергии. Большая ошибка, когда люди чувствуют стресс, все, апатия, шок, слезы, безысходность, отсутствие действий. И это самое худшее, что вы можете сделать с этим невероятным ресурсом. Потому что этой энергии нужен выход. Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать, просто идите в активность. Но если у вас серьезный стресс, который такой экзистенциальный стресс, там вы чувствуете, что вы не знаете, как дальше, уходите в активность.
Это самое лучшее, что вы можете дать себе. Потому что именно через активность, через спорт, через движение найдите свои пути. Если вы никогда не занимались спортом, просто идите. Просто идите в сверхтемпе, идите 3 часа. И я вам обещаю, вам станет легче уже через несколько дней. Вам нужно разрядить этот невероятный потенциал энергии, который у вас сейчас аккумулировался в вашем теле. В зависимости тоже от вашей типа личности. Если вы чувствуете в себе ярость, агрессию, просто идите, ищите боксерскую грушу. Бейте эту грушу, пока не упадете без сил. Это единственный способ для того, чтобы сохранить свое здоровье и для того, чтобы выйти на новый уровень. Вспоминайте, вот это адреналин, это концентрация, это внимание, это анализ. В первую очередь вам нужно выбросить эту энергию, а потом вы осознаете, что ваш мозг, он начинает подключать потихоньку другие гормоны. Они уже отвечают за прокладывание новых путей, видение новых перспектив, новых горизонтов, какие следующие шаги можно предпринять для того, чтобы это все провернуть в вашу пользу. Опять-таки, здесь очень важный момент – это ваше восприятие, как вы к этому относитесь. Очень много людей говорят, мы боимся публичных выступлений, сердце бьется, в висках ничего не чувствую, ладони потеют, не знаю, как я сейчас вообще слово скажу. Просто поймите в этот момент, что вы себе говорите. В этот момент вы можете себе сказать: о нет, я не справлюсь. А если вы себе скажете: вау, мой сверхпотенциал проснулся, и он готов. Я сейчас выхожу во всей своей сверхсиле. Внимание, концентрация, мышечная активность, анализ данных. Все мои системы сейчас работают на сверхмощностях. Вы чувствуете разницу? Вы представляете, если каждый ваш стресс вы будете встречать с распростертыми объятиями? Если вы будете видеть в нем невероятный потенциал, который граничит с возможностями нашего мозга его осознать. И я бы хотела закончить с одной потрясающей фразы, которую сказал неизвестный автор, но низкий ему поклон. Бриллиант – это просто кусочек угля, который великолепно справился со стрессом. Ребята, я буду вам благодарна за ваш фидбэк. Пишите комментарии, пишите ваши истории, пишите темы, которые вам заходят. И подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а если вы хотите глубокой, мощной и быстрой трансформации, то можете пойти в индивидуальную работу. Пишите в личку. Я вас всех крепко обнимаю, берегите себя и не забывайте, какой огромный потенциал скрыт у вас внутри.